Уф, уф, уф. Текс, текс, текс. Так, ну, в плане стримов все нормально. Единственное, ну-ка. Сейчас попробуем с настройчиками поиграться. Блин, куда? А, ну, в принципе, можно, кстати, даже, да, сделать вот так. Или вот так. Вот так даже лучше будет. Ну, на стриме картинка неплохая. Come here, I need your help. Забавно, типа, какие бы настройки графики я не выбрал, да, FPS примерно одинаковые. Так, ну-ка еще кое-что хочу посмотреть. Угу.
сглаживание как-то не очень объективно. FPS все равно один тот же, лол. Ну, допустим, я ставлю ультра, да, подтвердить. Ну и ничего ж не меняется, лол. Даже FPS тот же. Так, ладно, пускай стоят высокие. И сейчас сглаживание мы поставим. В принципе, как оно и стояло. Так. Так, это мы тоже уберем. Ну все. Вроде как по качеству все нормально. Так, я есть хочу, да? Так, съем сыр, и как мне, допустим, игрок, да? Сытость 45. Угу. Так, пища. Где мне это теперь посмотреть? Так, эффекты. Все, нету, да, ничего. Сытость, то есть более-менее. Так, что меня отец попросил? Или я с ним еще не разговаривал? Наверное, нет. В чем дело, Индра? Ты не слышал, что я зову тебя? Так. Но мне, очевидно, надо вот это брать. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Ха, Somehow I had a feeling I was забавно. seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. What? I'm running out of charcoal. Run to the market Так, and buy a bag мешок from the угля надо charcoal burner. купить. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home.
I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Так, здравствуйте, здравствуйте. Так. Мешок угля, долг кунышек, журнал. О, забавно. Так. Долг кунышек, крестовина в замке. Мне почему-то кажется, что крестовину в замке проще всего пойти и взять, нет? Или долг куныша. Пойдем к кунеш. Кунеш, ты мой кунеш. Турнир. Темные тучи смуты сгущаются, гром военных барабанов разносится по стране, и все королевство замиранием сердца ждет следующего удара молнии. Но только не пан Гануш, который решил поднять боевой дух подданных очередным турниром, чтобы состязания отвлекли их от поглощающего уныния. Турнир проводится каждые несколько дней в верхнем замке Ратае. Привет, гондольер. Все виды оружия ближнего боя разрешены, а к состязанию допускаются участники всех слоев, даже такой невежественный простолюдин, как ты. Просто ступай к пану Яну Птайчику и спроси его об этом. Он расскажет тебе все, что нужно, как только ты узнаешь его получше. Окей, ну нам, по-моему, пока не до турниров. Так, это что за ребята? Так, вот он, углежок, понял. Не, гондолер, что он у меня уже давно, на самом деле, был. Покупал за full стоимость. Поэтому такие пироги. Так, я хочу... Ага, почему у меня всего 2 задания висит тут? Так, ребята. Как же мне... А как же мне вот долг куныша я хочу на F? Как мне вот поставить метку-то? Свитшот? Да в смысле-то обычная водолазка, лол, ты шо? Так, мне вот не очень прикалывает вот эта фигня, типа... Где мой маркер? Мне хотелось бы видеть, да? И вот почему я на карте не вижу вот этого F задания. Лол. У меня только одно сейчас осталось. Или мне... Блин, так а если я не хочу с ним базарить? Так, что-то... Подожди, нет, тут так нельзя, да? Блин, там как-то можно было вроде как на них что-то там назначать, или мне кажется? Так, ну тут неисследованных мест у меня еще много. Вкладки. А что значит вкладки? Фигня какая-то. Ха-ха, спасибо, гондольер. Как у тебя, гондольер, дела-то в новом году? Все
Ок. Блин, вот, ну... Ну, что тут... Не надо мне масштаб. Черт возьми. Вот. О, что-то... нет, это не то. Ну окей, вот допустим, да, допустим. Мне надо вот к этому парню, да? Вот. У меня загорелась, лол. Или это когда я приближаюсь к нему, оно загорается, нет? Так, я узнал, где купец. Где купец? Вот тут купец. Ну, очевидно, тут купец. Нет, пошел он нахрен, этот купец. Дайте... Вот, теперь F загорелась, да. Так, ты, бандит-алкоголик, привет. Что мне нужно? Давай тут не тупи. Угу. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Угу. Я тебя понял, братан. If that's the way you want it. I'll tell father you won't pay, and you can tell him what you told me. And don't come back. Другим способом забрать у Конуша... Что там, молоток и гвозди или топор и гвозди? Да, топор, молоток и гвозди. Все у него надо забрать. Ни хрена себе, блин. Ой, гондольер. 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 О. Так, вот он топор. Топор Коноша. Так него украсть, чтобы меня еще и не спалили особо. Чик. Так. Ну, видимо, топор я спер, да? Ага, очень интересный гражданин. Мне надо у него спереть еще и молоток с гвоздями. Которые, насколько я помню, находятся... Так, а дайте мне засейвиться. Лол. А почему не могу сохраниться? Really? Так, насколько я помню, гвозди у него были где-то вот тут. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. У Фрицика. Fritz might have one. Я понял тебя, гондольер. Но ты все равно будь аккуратнее с алкоголем. Дело вот такое. Так, мне надо к какому-то Фрицику. И где его искать? Так, ну-ка, у меня что вообще? Топор только, да? Я где-то надыбал и все. Я понял. Так, а кто такой Фрицик, девчат? И где мне его искать? Так, ты вот кто? Купцы, купцы.
Корчма. Я узнал, где корчма. А где корчма? Что-то я не очень понял. Но это не похоже на корчму вроде как. Я рад, Гондолер, что у тебя хорошее настроение. Только вот, черт возьми, вообще ничего не понятно. Мне надо к какому-то фрицику за отмычками. Так. Ага, вот он. Уф. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Albrecht, What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Ах, ребята. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you pass a good chance like this? Лори. Гондолер, если честно, не слышал про такую стримершу. Ну, это не факт, что плохо для меня. Так, Фрицек, стой. Блин, а я не могу с ним поговорить. А, нет, могу. There's this locked chest I need to get into. Really? You know, this trade not good enough for you anymore?
It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. Так. Some lockpicks you can have. But if you get caught, you Спасибо, Карфан. Never heard of you. Thanks, Fritz. 4 отмычки. Ну, неплохо. Ё-моё, я уже 5 есть хочу. Это, конечно, пипец. Так, ну я хочу пойти все-таки попробовать своровать. Я вот только насколько... Блин, так аж пипец так сохраняться. Там какая-то дебильная система со взломом была, насколько я помню. А, офф. Он тут сидит. Забавно. Так, а что мне еще надо было? За пивом мне идти. Хорошо, тебе гондолер. Я, блин, сегодня еще пока не кушал. Как мне его выманить, этого дурчопса? Чтоб он куда-нибудь сходил. Так, давай, проваливаю. Ага. Сходи-ка. Блин, он, по-моему, куда-то назад пошел. Пипец. Кунаш. Братан. А ты не мог бы пойти погулять? Так. Пипец, вот дебил какой-то. Ну и вот что мне делать? Скажи мне, что? Так, это какой-то охранник. Адам. Ну ладно, пали картошечку. Бак-бак-бак-бак. Оф! Ни хрена себе. Надеюсь, этого никто не видел. Жесть, конечно. Так, тупо сидим в кустах, ждем, пока он свалит. Тра-дра-дон, тон-тон-тон. Привет, Славик. Чего я охренел? Курицу убив. Я нечаянно. На первое начала. Да блин, ну... Славян, у меня проблемосики. Мне надо, чтобы этот парень как-то вышел из дома. Но он вот не хочет. Так, вот. Ну нет же. Нет же. Пипец. Ладно, хрен с вами. Пойду за рукоятью для меча схожу, пока время есть. Там вон парняги меня как раз ждут. Так, камон, everybody. Ярослав и Янек. Ну, давайте с Ярославом поговорим. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Как дела? О, нифига себе, можно, кстати, про Куныша тут диалог есть.
Ну ладно, пока Father что sent me. про We're крестовину forging a поговорим. sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where should I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Сиятельный пан. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Ага, угощаешь ты. Бабки у тебя откуда, угощатель? У нас денег вообще нету. Угощает он. Бандюга. Так, ну что этот подлец так и не вышел? Опа, 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 опа. Начинаем операцию. Надеюсь, он нас не видел. Так, крадемся потиху. Тихо, 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 тихо. Ой, ой. Что? Кто вор? Ты что такое базаришь? Так, и что мне с ним делать? Ну ладно, давай, страж закона. Все, сдаться, П. Сдаюсь, сдаюсь. Фуф. Какую кучу монет? И так нет денег. Так. Блин, ну мне надо вот это вот отвечать. All right, that's enough. Maybe you didn't realize, but I'm in the service of the Lord of Rathai. So you better keep that in mind. Sure. And you think that makes you above the law? Think again. Да, бегство мне особо не поможет. Ладно. Too much. I don't have that much coin. Well, it's a jail cell for you then. Jail? ГГВП. All right, let's go and get it over with quick. You'll love it there. It's all set up specially just for the likes of you. And since I trust you as much as I trust, well, a thief, Ой. I'll just search И что, он сейчас топор заберет? Better hand over the loot now. Хреново дело. Maybe next time you'll think twice about stealing. А не умру ли я в тюрьме? Hey! I'm over here! What the hell's going on? Let me out! For the love of God, let me out! Let me out! Игра окончена. Ты умер в тюрьме. Ебой, ребят. Как бы ничего не хочу сказать, но черт возьми. Это оказалось не так просто. Ага, и начал я... Так, сколько стрим идет? Полчаса? Окей. Нормально. Начали. Так, поесть из котелка хочу. Ишь, ты так мало утолил голода?
Люль. Так, что там у нас? Вот похлебка есть. Похлебка вроде как неплохо. Еще надо, да? Ладно, яблочко съедим. Все. Так, это мне опять с батяней надо побазарить, да? Я понял, бать, привет. Ага, ага. Да. Ну, пошли. Так, ладно, сейчас мы попробуем. Ага, пойду за... Нет, сначала пойду к Куношу. Побазарю с ним. Здорово, работяга. Что мне нужно? Бабки, блин, отдай. Так. А если я ему... Ну, хотя, в принципе, нет, пошел-ка он нафиг. Сейчас я другим способом заберу. Я у него молоточек, вот. Алло. Нет его тут еще пока. Да блин. Так, топор сворую. И пойду-ка я к стражничкам. Сейчас скажу то, что он бабки не отдает. Пускай-ка они с ним разбираются. Так, здравствуйте, ребята. Я вернулся к вам вновь. Так, вот. Кунаш задолжал нам гроши. That drunkard? It won't be easy wringing any coin out of him. What will you do? I don't know yet, but I have a feeling it won't go smoothly. Too right. Kunish won't listen to anything but the whip. О, драться надо, лол. Нормально так, ребята. Объяснили. Так, крестовин, ну ладно, я заберу сейчас. Ой, драться с ним надо. Такое себе. Не очень-то хотелось, если честно. Или попробовать опять отмычечками воспользоваться. Так, ну поговорить с ним уже нельзя, да, насколько я понимаю? Ага. Ладно, пойду к друганам, к своим еще раз. О, игрок, здравствуй. Так, это все мы пропускаем. Так, фрицек, стой. О, вы, ребят, выбежать не можете. Так, стой. Стоп. П. Лол, почему не могу с ним сейчас поговорить? So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah.
Лол. Блин, ребята, я вообще не особо хотел этим заниматься. Так, это вот эта жена немца. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is... God almighty, the fool. He might have mentioned... Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets... Так, все, ребзя. Готово. Можем заняться делом. Ту-ду-ду-ду-дун. Такое себе занятие, конечно, для славных панов. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Ой. Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigek? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Headshot. Fucker! I'll make you pay for that. Off. Так. Спокойно. На-ка тебе. Так, а блокировать как удары? Так, мне бы маленько отдышаться. Было бы неплохо. Так, кто тут еще хочет? Люля-кебабов. Получи, получи. Ой, убежать от пристава надо. Ран, ран. Ран, Вася, ран. Нормально помутузились. Фу. Какашки. Тупо ребята на спорте. Это даже немного забавно. Сейчас будем бабки из этого вытряхивать. I feel quite hungry. Так, голоден. Сейчас мы поедим яблочек. Так, питательность 2. Ну-ка, сыр. Ого, сыра 10. Недурно. Так. Well.
Так, фрицак, дружище. А у нас же еще один был парень. А, лол. Так. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. We've sorted out Deutsch. Now I've got someone else to deal with. Another beating? Count me in. Kunesh owes money to my father, but he won't pay. I'll have to shake it out of him. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Неужели они его сейчас будут вчетвером мотузить одного? Kadesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. I'll slay you for that. Bugger! Кто с... Воу, воу. Ребята, help. Не, нормально он мне так нападал. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Ага. Найти у Кунаша что-нибудь, что можно продать. То есть мне, как я понял, можно в его дом, да? Теперь легально. Да? Так, и что ж тут можно найти-то? Чё-то фигня тут какая-то, ни хрена нету. Вот тут нельзя полазить. Так, поесть из котелка поедим. Такую возможность мы упускать не будем. Так. Гвозди Кунаша, молоток Кунаша. Так, все. Не густо, конечно. Ладно. Теперь мне это, как я понял, надо продать. Так ведь? Так, а задание чуть-чуть изменилось, да? Так, а кому продать-то? Ты вот чем? У тебя, очевидно, сукно всякое, да? Угу, подковы. Так, вот давай-ка я тебе продам. Так, продать гвозди. Молоток. И топор. И за все это 4 этих получу? Так, нет. Отбой. Так, хочу с углежогами поговорить. Сколько стоит мешок угля? Так, 0,7. Ага. То есть мне надо 7 как минимум, да? А если я вот сюда, например, зайду, тут купец. И кто из вас купец, ребят? Торговка.
Страж лавки. Ну давай, торговка. Посмотрим, что она мне предложит. Так, у нее уже цены поинтереснее чуть-чуть. За все это я могу получить 5,2, мне надо 7. Фигня какая-то. Да. С этим я особо торговать не могу, ребятами. Ну, давай, допустим, вот этому купцу. О, это вообще тут все дорого-богато. Ну, пипец, блин. Хотя, подожди, ну, Каиму я не мог продать ли? Так, вот так, допустим. 3,9? Блин. Чё-то фигня какая-то. Так, ладно, идем, кто предлагал больше к торговке. Так, я еще поторговаться, кстати, хотел бы немножко. Sure, why not? Давай вот так. Since it's you. That's better. Drop it a bit more and we call it a deal. All right, so. Ага. Так, 5,4 гроша я получил. Так. Ну давай, сколько мне до мешков? Неужели действительно мне надо 10? Куплю-ка я один. А, лол, а если я, допустим... Ну нет, так много он, наверное, не скинет. Так, в корзину давай. Поторгуемся еще немного. I'd like to discuss the price. Why not? What about this? More. Ага. 0,6. То есть за 0,6 он готов. Ну давай, допустим. А, реально, один мешок всего. Я понял. Ну давай еще 9. Ну, понятно, да, денег у меня не хватает. Let's talk about the price. Aye. Так. Сколько я ему готов заплатить? Вот 4,8 я готов тебе заплатить. That's not enough. Да как маловато? У меня нет денег. This is a waste of time. Так, и что мне делать? А правильно ли я сделал? Гондолирыч, так отдыхать, наверное, нет? Так, блин. Давай-ка я схожу к бате. Посмотрим, что он на это скажет. Может быть, мне и надо было инструменты ему принести, нет? Хотя, наверное, нет. Может быть, я ему сейчас как-нибудь крестовину отдам, что-нибудь диалог появится какой-нибудь, нет? Или ему все сразу надо? About time. Have you got everything I wanted? Ну, видимо, еще нет. And how much longer will it take? No, I don't.
О, блин. Это очень сложная игра, ребята. А если я сейчас пойду вот к этому игроку в кости и попробую у него выиграть баблица. Баблинского тупо. Так, сколько я буду ставить? Прям все? Офигли. У меня другого выбора нет. О, я уже, если честно, подзабыл, как играть, поэтому хотелось бы... Так, если вы хотите испытать удачу, в любой приличной корчме можно сыграть в игру Зонг. Цель этой игры на 2 игроков. Первым набрать определенное количество очков. Игроки по очереди бросают 6 костей. Очки даются за каждую выброшенную единицу или пятерку, а также за 3 или больше любых одинаковых костей. Так, таблица комбинаций. Приносит 100 очков, приносит 50 очков. 3 одинаковые кости, 100 очков плюс... Ага. Так. Это понятно. Раунд игрока всегда начинается с броска всех 6 костей. После броска игрок с помощью У выбирает и оставляет комбинации костей, которые приносят очки. Ага. Так, ну ладно, в принципе, вроде помню. Так, я могу вот так оставить. Отложить. Так, набор очков и передача хода. Привет, пахан. Или отложить. 3 кости есть смысл бросать? Так, мне надо хотя бы единичка или пятерка. Нифига, да? Блин, обидно. Одну пятерку он отложил. Ага, ладно, пока неплохо. Так, давай-ка единичку уберу. Еще 2, да? Да ё-моё. Это будет долгая игра у нас с ним. Это пахан Зонг. Ага. Все, 150 очков, решил остановиться. Окей. Надо еще. 2 пятерки и, наверное, пускай-ка он кидает. И что-то я не понял, а что это у него сейчас такое было. Should I, shouldn't I? No, I don't. Бред какой-то, у него там же не было комбинации никакой. Ну вот я же не могу сейчас шестерку еще взять. Нет, не могу. That's it. I shouldn't have pushed it. Так, отлично. Надо сейчас хоть что-нибудь набрать.
300. Ладно, хрен с ним устроит. Блин, там еще пятерка же была, ё-моё. Пятерку я зря не взял. 3 четверки. Так. Давай вот так пока. Ну вот я же сейчас не могу их все взять, так? Нет, не могу. Три, 5. Так это не работает, окей. Ладно, хватит. Ну, наверное, идем, пахан. Я точно не знаю. Вчера ж вроде как собирались. Блин, мне сейчас нельзя проиграть. Если я проиграю, у меня денег не будет. А дела у меня пока не очень идут. Да ладно, все, наверное, остановится на этом, да? Вот сейчас неплохо. 750 очков у меня. Так, я его, кстати, догнал практически. Ой, блин, ну нет. Как догнал, так и все. Так, ну вот если я сейчас все их выберу, как он в тот раз. Ну вот, почему мне сейчас показать 600 очков? Что-то я не понимаю. Как это работает? Ладно, отрыв пока небольшой. Давай еще кинь. Ага, отлично. Блин, у меня пятерка есть. Ё-моё. Ну кинь еще разок. Не хочешь? Блин, я в жопе. А у него все хорошо. Мне даже, чтобы он сейчас не набирал очки. Все, останавливайся. Ага. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Неужели я выиграл? Лол. Уху. Ебой, гайс. Так. Я пока паузюсь ненадолго. Хочу поесть. И свет включу, наверное. То там уже, небось, по свету проблемы есть.
О. Текс. Текс. Так, на чем я закончил? Сколько у меня в итоге угля? 1, да? Интересно, собрать у них каким-то образом можно уголь или нет? Ух ты, можно. Ну, мы же честные ребята. Так, углежок. 9 угля мне еще. Взвесьте. Пожалуйста. Let's talk about the price. Why not? Так, скидывай-ка нафиг. Вот до 5-7. Is this enough? Well, now a little more and we'll shake on it. 6-1, нифига ты, See, now I черт. knew we'd come to an agreement. Так, ебой. 10 мешков угля из 10. Так, крестовина у меня есть. Насколько я понял, мне осталось только купить пивка и вернуться к Батяне. Ну го. Бланка. Hello, my baby. You too, handsome. What brings you here? Что меня приглашено? Ну, пиво. Пиво. Да, только пиво. What else could I expect from a village lout? What will it be then? Ragamuffin? I need ale from father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Так, и мне бы теперь уйти бы отсюда по-быстренькому. Ага. Спасибо. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? Vanek? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. He promised to teach me how to use... What use would that be to you? Enough. You sound just... Hal, I've got something. Is that so? Now what would that? Your favorite. Really? I hope you... You bet I will. Ого! 5 спасительных шнапсов из 5. Так. Меня сейчас не остановить, я бегу к отцу. Нет, не бегу, ребят, надо супчика поесть. Так, я пока маленько уберу микрофон. Да. Настолько, насколько, видимо, это было возможно.
Батяня. Hello, ёпта. About time. Have you got everything I wanted? В смысле нет? Какого хрена? Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to. Блин, ну пипец. У меня сейчас пиво нафиг будет теплое. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Да, чувачок выглядит прикольно. So, can we get started? Mm-hmm. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Mm-hmm. Good. Once again. Fine. Very good. Nice. Very good. Получен уровень сила. Yeah, boy. Сейчас, ребята, одну секундочку. Good. Once again. Nice. Fine. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. Понял. As soon as you land one blow, follow it with another. Ага. Ага, понял. Good. Once again.
Fine. Not bad. Again. All right, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Все, задание выполнено. Так, кувшин пива. Угу. Я понял. Нафиг пиво уже нагрелось. Интересно, этот кувшин мне выкинуть надо или нам сейчас даст другой, просто холодный? Good health to you, Henry. А почему я с ней поговорить не могу? Well, take care. Так. Спасительный шампунь соточку стоит. Круто. Блин, а... Ну-ка, если... Так, я понял, продать ее я не могу. Кувшин пива. И с кувшином пива я тоже ничего сделать не могу, да? Ладно, погнали к отцу. Но отец будет не особо доволен. Теплому пивасику. Hello, dude. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. I could do with it. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists.
Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? No, да. Remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. Да, выглядит весьма неплохо. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Так, в сундуке в горнице. Where is сундук? Вот этот, наверное. Так, гвозди для... Ух ты, блин. Так это мне все надо, ребята. Поесть можно? Отлично. Так, а вот это что у нас тут за комнатуха? Я, блин, буду собирать все, что можно, нафиг. Потому что жрать тут придется довольно-таки много. Мне. Перегруз только могу, конечно, словить лютый. Ну что поделать? Сыр берем. Так, хлеб берем. Ну, так, это что такое? Наверное, все, да? Так, попытаться открыть я не могу, отмычек у меня нет. So bad, so bad. Так, ну что?
Даем даме гвозди. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. That will do. Anyway, Go and get mustn't those keep you. damn nails. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Oof. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Да, батя его шарит за всю эту фигню. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Whoops.
Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Ага, батя будет соло сражаться с целой армией. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Да уж. Но я, пожалуй, сохранюсь. На всякий случай. Так. Мне надо куда-то убежать и найти лошадь. Вопрос только в том, где ее найти. Так, могу я вот сюда через забор перепрыгнуть? Блин, по-моему, я застрял маленько. Где? Я же лошадь-то найду. Ага. Классно, ты это придумал, парень, мечом меня рубить. Да нет!
Не трожь! Скотобаза. Как хорошо, что у меня есть сейв. Где? Так, вот там где-то лошадь была, я видел. Да господи. Бегишь ты. Вон она. Вон она, родимая. Так, что ж ты устаешь-то так быстро? Карифунчикс. Не понял, как мне на нее сесть? А, нет, не так. Вот так. Так, а скакать куда? Блин, а где мой маркер-то? Вот куда мне скакать? Ну, нашел я лошадь. Дальше что? Я где? Так, по идее, я где-то вот тут, так? Так, ну-ка, карты и сведения. Показать Так, мне, по-моему, куда-то вот туда, если я не ошибаюсь. А, или я ошибаюсь. Это ж они оттуда, по-моему, пришли. Блин, ну вот как так можно? Где маркер игрока-то? Так, я был где-то вот тут, что ли? Да нет. Вот я сбежал с замка, да, вот тут вот я где-то взял лошадь. То есть мне надо скакать на восток. Угу. А что мне это дает? У меня же нету никаких этих самых. Так, вот передо мной какая-то ферма. Вот это очевидно. А, или вот это. Вау! Так, нет, я хочу все-таки вот в ту сторону попробовать. Блин, а то, что отсюда воины бегут, это ничего? Так, вот, сейчас я... Вот тут, наверное, да? Ну все, то есть мне... Как я и скакал. В ту сторону, насколько я понял. Так, лошадь приморилась. Блин, женщина, я бы тебе помог. Но, к сожалению, не могу. Да ладно. А, нет, все правильно. Туда я, видимо, да? Прискакал. Ой. За что?
подлецы. Так, мне надо от них ускакать. А, и карту нельзя открывать, да? Уф. Прикольно. Ага, налево вдоль ручья, понял. Вот сюда мне. Run for it. Go! They'll kill you all. Оф, гонятся за мною, подлецы. Так, у меня уже кобыла что-то задышала тяжело. Так, а тут куда? Ладно, тут дорога одна все еще. Где этот Тальмберг? Пипец. Тихо, тихо. Лошадка, спокойно. О, похоже на правду. Фух. По лошади в голове стрела, нет? Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Все. А не очнулся. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher.
Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Да, грустная история. Оу. Так, поговорить с паном Бореком. Окей. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. О, это мне, видимо, то, что я голодный, так плохо, да? Так, а где кухня? Вот она, I да? can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Так, ну, допустим, на кухню-то я пришел, а есть мне что? Или это не кухня? Наверное, это не кухня. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. Bozhena. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed.
Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, milady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Окей. Так, едим и спим. Вот это жизнь. Так, где моя похлебка? Так, мне срочно надо поесть, потому что у меня уже просто на максимум. Так, почему не могу съесть? Могу. Репа. Питательность 2,5. Так, съедим рогалик. В общем, будем подъедать то, что у нас уже наиболее близко, скажем так, к пропаже из еды. Так, ну все, вроде наелся. Жареная утка. Выглядит неплохо. Так, и яблочек дайте. Ваших попробуем. Все, да, вино возьмем. Так, ну все. Пойду спать. Так, только вот где она? Сторожка во дворе. Вот это, наверное, да? По-моему, похоже на сторожку во дворе. Так. Ну, давайте снимем сапоги, как и завещал. Борек. Ну, спать до утра, наверное, будем, да? Ага. Что мне не удалось поспать, по-моему, да? Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal.
I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Да, она права. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved. But Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Так. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. The horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Да уж. Terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors he went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle,
burned down the village of Pribyslavitz and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is that? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Так, я проголодался опять. Так, а мне дали уровень, что ли? А у меня уже 3-й уровень вроде как, нет?
А где что можно каким-то образом посмотреть? Или нет? Или вот у меня общий один. А, нет, ну вот уровень 3. Но как только... Ага. Нет, это мне не нравится. Ага. Блин, да, такие себе. Так, не, стоп. Так, есть общие характеристики, да? Если мне не нравятся общие, то есть... Вот эти вот. Сила, ловкость, живучесть, красноречие. В силе я могу что-то выбрать, да? В ловкости пока нет. Ну, тут будет что повыбирать. Так. А что ж мне интересно лучше из этого, допустим? Ну, последняя попытка, в принципе, неплохо. Но не то, чего хотелось бы, да? Ну-ка. Блин, это все фигня какая-то. Ладно. Ой, какой замок. А что это за дверь такая? Нет, мне туда не надо. Так, а как же мне подняться? Вот сюда мне, наверное, да? Так. Дайте факел. Так, это я его... Ага. Интересно, туда я пошел или не туда? Так, я на частной территории. Понял. Нет, не туда. Или может мне вверх надо? Куда я вот залез? Так, а что если я еще ниже спущусь? Раз, два. Мур. Мяу. Заснуть и сохраниться. Ух ты. Что это за подвал такой? Так, я, если честно, ничего не понял. Мне надо на какую-то стену забраться. Судя по маркеру, это где-то вот тут. Да? Так, с сотником Бороком. А где Борок?
Борок, наверное, где-то тут будет. That's probably why the attack. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. Thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Да уж. Не позавидуешь этим ребятам.
Hello, my booty. Сохранить и выйти. Интересно. А шнапс будет использован или нет? Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Так, Борок, а мне что делать? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements, my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. God be with you. Держи караул на крепостной стене. Ага. В каком месте его держать надо? Или пофиг? Тоже, да, крепостная стена. А чё толку? Ничего ж не видно. Ну ладно. Сказано, сделано. Буду держать патруль. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. Батяга. I will. Thank you. Так, тут каким-то образом можно ждать. Вот, пропустить время. Дождитесь утра. А утро, интересно, это сколько? Это вот 5, что ли? О, вот теперь хоть что-то видно. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia,
who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvard. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Этот взгляд. Так. Угу. Я понял, ребята. Как-то вы очень интересно ходите. Так, мне надо факел убрать, да? Все, факел убрали. Так, капусту своровать нельзя. Так, пан Борек. Мне бы лошадь. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Так, ну мне вот это надо использовать, да? So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders.
You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. God be with you. Я понял. Тебя. Так. У меня задание выбраться, так? Выберитесь из замка. Ладно, давайте подумаем, как это можно сделать. Допустим, мы сейчас поговорим со стражником. What do you need? I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Заплатить, допустим, да? Look, I have to get out of here to bury my parents. I'd reward anyone who'd help me. What could a ragamuffin like you give me? Clear off before I give you a whipping. Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick? Never mind. Take care now. Так. И чего? What do you need? Can you tell me who I can buy something from or sell to? You want Votiv, the fellow that fixes the weir at the Talmberg fish pond. He should be around the granary somewhere. Farewell. Так, я вот не очень понял. О, вот он, торговец. Зачем мне торговец нужен? Can we trade? If you've got the coin. Так, карта сокровищ. Отмычка вот есть. Так, а что, допустим, я могу ему продать? Ну, только жратву какую-нибудь, да? Ну, ладно, я понял. Единственное, я не понял, зачем мне пока что торговать с кем-то. Так, а если я... Так, а ты кто таков? Главный конюх. Так, а если я поговорю с этим паном Дивишем? Может, он мне что-нибудь новенькое скажет. Может такое быть. Крестьянка. Камергер. Так, отдыхаешь? Ну, отдыхай, отдыхай. Или ты встать хочешь? What do you want here? Go and play your game somewhere else. Так. Интересно, а выбраться каким-нибудь таким вот народным методом нельзя, наверное, да? Типа там выпрыгнуть куда-нибудь и так далее. Вот куда-нибудь сюда, нет? Так, что за механизмы? Нельзя тут крутануть ничего. Так. А меня ж никто сейчас не видит. Булава. Дальнобойные стрелы. Это мы все забираем.
Так, а вот этот лук я не могу взять. Так, ладно, допустим, ну-ка. Так. Тут я ничего взять не могу, да? Угу. У меня уже перегруз начался небольшой. Так, взять тут я ничего не могу. Да. Так, вот он ты, пан Дивиш, ну-ка. А, с ним я говорить не могу. Очень жаль. Ну, а если я вот сюда просто спрыгну? Нельзя так сделать? Can we trade? Интересно, краденое он покупает? Нет? Так, покупает. Надежный клинок. Ух ты, блин, клиночек-то неплохой. А, хотя не, булава-то лучше даже. Так, лук. Булаву или меч? Ух ты, блин. Так, состояние торговца вижу. Тогда давай булаву забирай. Так, вот сколько у меня их? Как посмотреть? Одна, что ли? А, ну да, вот этих у меня поболее. Ну ладно, пускай сколько? 18 стрел, допустим. Так, а у него я хочу купить отмычку. А, у него их 10. Так, ладно, давай я ему еще, допустим, пару. Вот так. Can we do something about the price? All right, so. All right, so. Так. Ну, давай вот так, допустим. Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. All right, so. Так, подожди, а зачем я отмычки покупал? Ну ладно, допустим. Ну тут наверняка можно еще вот сюда спрыгнуть. Так, отмычки я купил. Мне вот теперь бы что-нибудь своровать хорошего. Меня ж никто не видит. Там сначала поем. Тупо пару жареных уточек. Так, и что это у меня появилось такое?
Переедание. Угу. Эффекты переедания. Так. О, блин, ни хрена себе. То не доедаешь, то переедаешь. Найс, блин. Так, помощь. Мне нужна помощь. Ой, не то. Помощь на Е. Вот на эту, да? Так. Чтобы вскрывать замки, у вас в сумме должна находиться хотя бы одна отмычка. Хотя лучше иметь одну или две в запасе, потому что от использования они снашиваются и в худшем случае могут сломаться. Вы начинаете вскрывать замок, удерживая У напротив замка. Перед вами появится диаграмма запорного механизма, на который вы должны найти верное место для того, чтобы вставить отмычку. После этого вы должны использовать отмычку, чтобы повернуть весь запирающий механизм. В то же время вы должны поддерживать положение отмычки относительно поворачивающегося механизма, так как вращение относит отмычку от уязвимого места. А что? То, насколько вы близки к уязвимому месту, показывается размером указателя. Если уязвимость найдена, указатель становится золотым. Ага. Так, блин, вроде понял, но это, черт возьми, сложно. Так, ну вот слабое место, так. И чего? Повернуть замок Б. Так, Б, 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 В, В, вот так, да? Ух ты. Черт возьми. Кольчужный воротник. Так, я все это украл. Я все это хочу надеть, наверное. Так, да? Сохраниться бы, но не будем пока. Так, что тут еще можно? Очень сложно, сложно. Даже рыпаться не буду. Ей-богу. Так. По-моему, я видел еще один сундук. Где-то сложно, да? Ну все, больше, наверное, сундуков-то не видел. Так, я хочу еще раз к тому охраннику подойти. Maybe он меня выпустит, потому что я одет как стражник. Я думаю, что такой вариант развития событий и существует. Скажу, вот, иду. А, не туда иду я. На дежурство. На крайняк можно продать и попробовать за бабки выйти. Здравствуй, здравствуй, стражник. А выгляжу я. Ага, отлично. Так. Блин. Но мне надо вот так вот брать, потому что все остальное я не вывожу. I'm Sir Robar's messenger. He's sending me to Ujits to find out if Sigismund's army has been giving them trouble. I might believe you if I knew who you were. Who the hell are you? Янек из Малиша. Ну пусть я буду Янек из Малиша. I'm Yannick of Malashov. I haven't been here long, but if you had your eyes open, you would have noticed me. Now open the fucking gate, or I'll have to go and get Sir Robard, and you wouldn't want that, would you? Oh, all right, all right. All right, all right.
О, ребята. Кажется, я выбрался. Так, дайте мне экипировать меч. А, и лук, кстати, тоже давайте. Так, лук, стрелы. Надежный клинок. А у меня до этого интересно, какой был. Меч пана кобылы. Не, ну так-то он поинтереснее. У этого урона всего 20, у этого 46. Ну ладно, пускай будет меч пана кобылы. Так, из замка я выбрался. Блин, мне выкинуть, наверное, что-то надо. Так, это бани, насколько я... Так, а куда ж мне идти? Из Стальнберга на... Блин, да вот тоже, вот что значит на запад? Не подсвечивается маркер, да? О, маг. Маг нам надо. Очанка. Ладно, пока больше не надо. Так. Вот он, Тальмберг. Вот они бани, да? Слушай-ка, я, пожалуй, зайду в эти бани, дабы у меня место появилось. Может, даже что-нибудь продать там удастся. Но это вряд ли. Дуванчик. Мыльщик Томаш. Так, вот, я узнал, где купальни. Вот они, значит, мне... Так, сори. Так, ребята, ребятушки. А денег кто у меня сколько? 505. 5 манис. Ну-ка. Сейчас что-нибудь сфотографирую. Колорит. Блин, выглядит красиво. Так, что я хотел? Мне надо как-то от перегруза избавиться.
86,8. У меня, конечно, понятное дело, очень много весить будет вот эта броня. Доспехи, да? Вот легкий подбитый доспех 13. Хотя не крепко-то и много, да? Так, если посудить. У меня яблок должно быть много, вот 46 штук. Чё, надо выкидывать, наверное. Прям все 46. Ух. Забавная картина. Ну-ка, если я по яблоку шмякну. Понял. А это, кстати, наверное, какашки. Вот, фу, яблоки в какашках. Бэ. Так, побежали. Так, ребят, сори. Но сам себе заспойлерю, и вам в том числе. Там дальше будет какое-то задание, надо будет маг собрать. Пока у меня вот есть такая возможность. Придорожная часовня. Так, ну я двигаюсь, судя по всему, правильно, да? Вот так мне, огибая новое занятие. Через речку, да, направо. Огибая этот самый... Что же маг? Пока есть возможность, я соберу все, что тут есть из мака. О, новый уровень травничества. Неплохо. Оф, какие же текстурки травы красивые. Так, опять перегруз, окей. Так, можно что-нибудь съесть, я думаю. Ты наелся, подожди, пока еда не усвоится. Тупо боров. Так, а фаст-травелов тут никаких, скорее всего, нету, да? Ага. Ну ладно. А где ж мне вот интересно лошадь-то раздобыть можно? Крепко ж долго я пешком буду двигать туда. Ой, ива. Красивая. Ты узнал, где садок. О, форель. Кайфно. Так, и куда это я бегу? Если по дороге. Вот это что ли лагерь каких-то тут горнодобытчиков? Блин, меня тупо форель перегрузила. Очанка. Блин. Надо что-то выкинуть. Выкину хлеб. Все, нет перегруза. Отлично.
Так, а тут никого нету, да? А, не, вон там есть какие-то люди. Лагерь. Но они мне особо не нужны, как я понимаю. А, это я уже вот тут, типа? Вот тут. Задача не выполнена, заполучи лошадь. И чего? А, и тут меня сейчас кто-нибудь зарубит, да? А, или ты типа возле скалицы уже. О-о-о. Ну ладно. Что у меня плохое предчувствие. Да, конечно, занятие такое себе. Вова Гагар, здравствуй. Я, если честно, не знаю, только ли она на ПК или нет. Потому что консолей у меня особо никогда не было. Ну, то есть я такой ПК боярин, скажем так. Так, а сюда интересно. Ага, я понял, нельзя. Так, ну это какое-то кладбище, очевидно. Сюда тоже нельзя. Ладно, всех мы уже обыскивать не будем. Типа ради пары грошей тратить время. Спасибо за фоллоу. Если что, игра... Ну, я не знаю, наслышан ты о ней или нет. Игра сама по себе очень интересная, но, надеюсь, будет приятно посмотреть. Так, тут особо ничего, наверное, нету, да? Ладно, пойдем дальше. Так, а я вообще туда двигаюсь-то? Так, это кто еще такой? Ох ты. Так, подожди. Стой, а как мне меч-то взять? Оло. Оло. Угу. Еще вопросы есть? Тесак.
Ладно, пока возьмем. Вот этого уже можно обыскивать, а, бля. Особо брать у него ничего. Так, залатанные шоссе. Ладно, я беру пока все. А теперь можно посмотреть. У меня вот что надето. На мне вообще обычные штаны. Не, Вова. Сегодня первый стрим, поэтому он рано или поздно закончится. Можешь начать сначала просмотр. Ну, дабы, так сказать, быть в курсе, если особо нет желания, то я могу что-нибудь рассказать. Так, 57, 50, 32, 57, 55, 32. Так, да, вот эти штаны получше будут. Состояние у них, конечно, похоже, но это мы потом чем-нибудь починим. Так, вот зеленая рубаха. По сути, нам не нафиг не надо, да? Так, кожаный калет. Вот калет я могу надеть. У меня свободная ячейка есть. Так, койф. У меня получше. У меня дикий перегруз из-за чего-то. Так, а что лучше? Ага, вот сандали лучше, от них меньше шума. Так, сапоги тогда выкидываем. Штаны я свои тоже выкину. Так, этот надет. Легкий гамбизон. Состояние плохое выкидываем. Капюшон. Капюшон мне особо не нужен. Выкидываем. Так, койф вот этот выкидываем. Ну и рубаху свою, в принципе, тоже выкидываем. Так, вот на мне все из этого надето. Так, у меня тут морковки до хрена. Так, капусты у меня, кстати, много. Капуста весит прилично. Так, тупо жрачку выкинем. Вон, видал, Вова, тут сколько всего повыкидывать пришлось. Так, этих он уже обыскал, я так понял, да? Ну ладно, ничего страшного, мы еще раз посмотрим. 3 часа идет стрим. Но вообще не, в принципе, если что, то смысл есть все равно только сначала смотреть. У меня там полчаса, грубо говоря, ушло в никуда, потому что играю на максимальном уровне сложности. Но их тут, правда, всего 2. Это типа нормальный и сложный. И, в общем, в чем суть уровней сложности? Я не уверен, что это так, но вряд ли я ошибаюсь. На карте абсолютно нету никаких маркеров. То есть, видишь, нету моего маркера игрока. Хотя я, по идее, нахожусь сейчас вот тут. Вот этот вот тут я был, да, по кладбищу, поэтому бегал. Сейчас я где-то вот тут вот бегаю, вровне. Вот. И нельзя никак ставить себе маркеры на карте. То есть бегать придется не то чтобы вслепую, но типа того. Это раз. Плюс начинал я вот, ну, прям непосредственно начала до этого. Вот. А тоже разница обычного уровня сложности со сложным. На сложном выбираешь себе 2 отрицательные черты характера, которые будут с тобой всю игру. Из них я, собственно говоря, взял себе глистов. То есть я в 2 раза чаще есть хочу. И взял клаустрофобию. Если на моем персонаже надет шлем, который, ну, закрывает лицо, то, ну, грубо говоря, у моего персонажа начинается паника.
Так, но мне куда-то вот в ту сторону. Так, вышел я с этого кладбища и сразу направо дорога, да? Так, а куда я вышел? По какому мосту-то? Так, вот мне надо между двух речек идти. Так, вот она одна, да? Но очевидно, где-то там, наверное, другая. Должна быть. Да, не всем удалось спастись. Так, о, повязку забираем. Повязка нам пригодится. Так, гроши заберем. Ух ты, нет, стоять, топор тоже возьмем. Пока у нас никакого перевеса нет, то будем собирать все, что можно, потому что придется торговать. Потому как с деньгами тут напряг будет жесткий. Так, факел возьмем. Факел тоже будет нужен. Вот, кстати, сушеные грибы, наверное, имеет смысл брать, потому что они, я так понял, особо не портятся. То есть, вот видишь, если у хрена 47 из 100, да, ну, его состояние, скажем так, свежесть, если можно так назвать, то сушеные грибы целые. То есть, ими отравиться будет сложнее, ну, либо вообще невозможно. Погодка, конечно, та еще. Да уж. Ну что, можно вот этот домик осмотреть? Может, тут что-то есть. Хотя, видимо, вряд ли, да? Понятно. Ладно, двигаемся дальше. Мне бы еще лошадь бы. Так, нет, стоять, повязку забираем. Так, придорожная часовня. Опа. Так, а ты кто? Ух ты. Так, а что ты скажешь на колющий удар? Так, топор забираю. О, вот тут уже поинтереснее вещички. Так, пока опять все заберу. Так, ну-ка, это кто? Нет, казалось, что слышал лошадь. Так, сейчас сюда заглянем.
Так, залатанные шоссы. Точно такие же, как у меня, да? Чуть-чуть они лучше в плане состояния. Вот калет этот тоже чуть лучше. Этот мы, наверное, даже выкинем. Так, латные налокотники. Надеть. Панские сапоги, я думаю, мы тоже наденем, потому что... Ну, это неплохая штука. Так, перчатки охотника оставляем. Льняной капюшон можно выкинуть. Сандали тоже теперь выкидываем. Так, ну то есть у меня излишнего штаны и перчатки, да, но это мы продадим. Так, а перегруз все равно есть, да? Ну-ка, 2 топора у меня нужны, они мне тесак. А, лол. Топоры совсем стоят мало. Выкидываем. Так, а тут я не знаю, зачем я сюда зашел. Наверное, особо ничего нету. Спасибо, Вовогор. Давай, счастливо. Какое-то такое поместье интересное. Так, а ну-ка. Ага. Так, и что тут у нас? Капуста? Чего? Ты ради чего? Ради капусты хату вскрывал? Так, я надеюсь, тут что-нибудь будет. Ну или нет? Да. Так, ну-ка. Чердак какой-то есть. Ладно. Так, этих людей обыскивал? Наверное, обыскивал или нет? Ну, как я понял, особо искать тут нечего. Такие пустые дома. Тем более, если тут прошлись эти варвары, да? То что я хочу найти? Это уже все разграблено должно быть. По логике вещей. Ладно. Все, двигаемся назад. Так, а куда назад? Куда я пришел-то? Я куда-то не туда пришел. Так, а это что за парень такой? Так, а как мне лук достать? Ага.
Опс. Ну это ж бандит наверняка. Так, 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 спокойно, спокойно, парень. Fucking hell. Так, чё, я победил? А где он? А, вот он, разбойник. Туфли ремесленника. Пипец. Так, опять перегруз, да? Мягкий черный койф. Ух ты! Он в плане брони-то весьма неплох. Так, надеть срочно. О, Леха, привет, Карефан. Чё ты там на работе? Чешо. Может, тесак этот выкинуть? 5 килограмм весит. Выкину-ка я тесак. Ты во сколько дома, Лех, будешь? Чё там да как? Так, ну вот, собственно говоря, я пришел, да? Вообще сохраниться было бы неплохо. Но я, наверное, теперь уже пока не буду. Так сказать, до талого буду. You didn't run like me. Died with a sword in his hand. Ох, Леха, Леха. Леха. Дуреха. Без 27. Ну ничего, скоро тебе домой, Лех, кстати. Я не знаю, во сколько я спать, только видишь, факт в том, что я сегодня, наверное, опять пойду куда-то. Вот. Я не знаю, во сколько. Поэтому приезжай домой и, ну, если... Чё, я не знаю, какие там у тебя дела, не дела, то можем попробовать что-нибудь успеть поиграть еще в PUBG. Потому что я поиграл на самом деле. Не знаю, как ты. Что там случилось? Да чё, при чем ты бухаешь? Ты шо? Додик, что ли? Сегодня собирался? Или когда? Так, ладно, отсюда выходим. Ну давай, да, нормальный варик. Тут, блин, Лех, где-то еще кто-то живой будет, по-моему. Вот где-то тут, может быть, даже. Может, нет. О, колбаса, соль, сушеное мясо. Вот это какой-то зажиточный гражданин был.
You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Да не за что, Лёх. Ты, как видишь, добрался до рыцаря и очень доволен. Так. Насколько я помню, кстати, тут еще будет где-то лежать моя подружка бывшая. Давай, Лёх, иди. Вот она. Бланка. Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Интересно, обобрать родителей можно? Насколько это хорошая идея? Наверное, нет. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Так, слышу собаку какую-то. Это вот здесь неподалеку. Где-то в соседнем дворе. Ну тут что ли? Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you?
What do you care what I'm doing? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. If you lend me that spade, I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it? Fine. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Ни хрена себе. Ну и куда вот он убегает? Все, да? Драка закончена. Так, ну-ка, с собакой интересно, нету никакого взаимодействия. Ладно, пускай собака остается в покое. О, господи, у меня все равно огромный перевес. Так, 16 лука. Зачем мне столько? Луковый король. Так, есть еще вариант зайти вот сюда. Может быть, тут что-то можно еще найти в трактире. Ну или ничего, да? Интересно, в доме немца. Ой. Извиняюсь, так, тут тоже вход завален, да? Ой. This is a good place. You're gonna like it. Казалось бы, да, животное. Все понимает. So,
Let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye! Cut the bastard down! As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Да, что-то у меня пока не очень-то Я понял. Это был недолгий бой. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Guard! This place is well.
Itse pelmanovka teevet ja saakia. Do you need some help? Henry! There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Talmberg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. No, Sir Radzig. And I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him.
you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Так, мельница врата стал твоим новым домом. Ты можешь спать здесь, когда пожелаешь, и тут будет твой сундук. О, сладкую лепешку возьму. Так, дай-ка поесть с котелка. Так, а где мой сундук? Так, вещи я свои взял, мне теперь приодеться бы. Ну как-то так. Так, а где меч-то этот? Меча-то у меня нету. Так, у меня 2 квеста, да? Месть и пробуждение. Так, мне надо с мельником поговорить. Где могу видеть мельника? My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you, but it's not something any fool could do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. Интересно. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. На самом деле, можно ведь отказаться, но... Что мне будет из этого проще, вот вопрос. О, непонятно, да? Морально-этические принципы. Ну давай, ладно. For just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it.
Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. May the Lord watch over you. Я получил спирт. Интересно. Зачем? Так, ну достать лопату. У него тут нету нигде лопаты. Ну, коса есть. Так, ты есть хочешь. Я понял. Так, что я там у этой насобирал? Вот сладких лепешек. Так. Ладно, ребят, на этом мы, наверное, будем на сегодня заканчивать. В принципе, довольно-таки неплохо поиграли. Ну, скажем так, теперь хотя бы понятно, что к чему. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Вот интересно, да? Тут я сохранюсь за шнапс, а вот тут это перезапишет. Ну-ка. В 17:02, 2 часа назад last save. Ну да, вот теперь есть. Все, ребят, всем спасибо, кто был, кого не было. Тем не менее, всем счастливо. Мор.